Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный торт курага-шоколад. У него потрясающие ароматные и вкусные коржи на основе кураги, сочная начинка из кураги, шоколадно-апельсиновая прослойка и нежный крем. Вместе они создают необычное и очень вкусное сочетание. Для коржей нам понадобится 150 грамм кураги. Самая вкусная курага – вот такая темная, высушенная на солнце натуральная курага. Она сладкая сама по себе. Если вы такую не нашли и ваша курага с кислинкой, то, скорее всего, вам понадобится больше подсластителя. Заливаем курагу кипятком и даем настояться 5-10 минут до размягчения. В блендер отправляем 300 грамм творога. Подойдет любой творог, в котором нет избытка жидкости. Если вы не готовили коржи на твороге, очень рекомендую попробовать. Они получаются мягкие, сочные и вкус творога в них не чувствуется. Добавляем 200 грамм натурального йогурта без добавок. Сливаем воду с кураги. После замачивания ее вес составляет 170 грамм. Добавляем замоченную курагу в блендер и сюда же вливаем 60 грамм воды. Тщательно измельчаем эти ингредиенты блендером до максимальной однородности. Если вы не уверены в своем блендере, то можно курагу нарезать на кусочки и измельчить отдельно с водой, а уже потом добавить творог и йогурт. Получается вот такая гладкая однородная масса. Перекладываем ее в чашу. Добавляем 3 яйца и размешиваем до однородности венчиком. Отдельно соединяем сухие ингредиенты. 170 грамм цельнозерновой муки, у меня это мука зеленой гречки. Сюда же добавляем 9 грамм соды и подсластитель. Перемешиваем. Теперь соединяем сухие и жидкие ингредиенты вместе и тщательно перемешиваем лопаткой или венчиком до однородности. Кстати, эти коржи идеально подходят для разного рода пряностей, так что если любите, добавьте корицу, имбирь или мускатный орех. Получится очень гармонично. Я буду выпекать в кондитерском кольце диаметром 16 см с дном из фольги. Внутри проложен круг пекарской бумаги. В таком диаметре у нас получится достаточно высокий торт. Выравниваем. Если вдруг у вас есть 3 формы одинакового диаметра, то эти коржи лучше выпекать в них, так они пропекутся быстрее. А такой большой корж отправляем выпекаться в духовку, заранее разогретую до 170 градусов Цельсия, примерно на 1 час. Готовность коржа проверяем деревянной шпажкой. Она должна выйти сухой. Когда корж остынет, снимаем с него фольгу, круг пекарской бумаги. Проходимся ножом по краю формы, чтобы вынуть корж. Получается вот такой высокий, загорелый и безумно ароматный корж. Запаковываем его в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на несколько часов. Для начинки нам понадобится 200 грамм кураги. У меня все та же натуральная курага. Она не даст ярко-оранжевого цвета, зато даст прекрасный вкус. Нарезаем курагу на небольшие кусочки. Вообще начинку из кураги можно приготовить простейшим способом: замочить на 10 минут в кипятке, а потом измельчить курагу в блендере. Я решила сделать чуть более необычный вариант. Кусочки кураги отправляем в сотейник. Добавляем 150 грамм воды, 1 грамм агар-агара, немного куркумы для более яркого цвета. Тщательно размешиваем. Отправляем эту массу на огонь и даем ей прокипеть 2-3 минуты. А пока любой имеющийся контейнер прокладываем изнутри пищевой пленкой. Если у вас есть 2 круглые формы диаметром 14 см, то можно воспользоваться ими.
Когда начинка готова, даем ей немного остыть и выливаем в подготовленную форму. Курага отдала свой вкус жидкости вокруг, и вся начинка получилась очень вкусная и ароматная. При этом ее калорийность ниже, чем у просто кураги. Застывает такая начинка довольно быстро, при остывании до комнатной температуры. Вынимаем ее из формы с помощью пищевой пленки и нарезаем на небольшие кусочки. Они мягкие и в то же время держат форму. С ними у нас получится нестандартный способ сборки торта, который позволит получить необычный разрез. Теперь приготовим шоколадно-апельсиновую прослойку, которая обогатит вкус торта и сделает его еще ярче. 100 грамм шоколада без сахара ставим на водяную баню с горячей, но не кипящей водой. Выжимаем сок из одного апельсина. По весу сока должно быть 100 грамм. Проверяем, растопился ли шоколад. Помешиваем. Оставлю еще на пару минут. И когда шоколад полностью растопился, добавляем к нему апельсиновый сок. К моменту добавления сок не должен быть холодным, лучше даже если он будет теплым. Тщательно перемешиваем лопаткой. Из этого количества ингредиентов получится и прослойка внутрь торта, и глазурь для декора. Если вам глазурь не нужна, то возьмите в 2 раза меньше ингредиентов. Добиваемся однородности. Переливаем в кондитерский мешок и остужаем до комнатной температуры. Можно ненадолго положить в холодильник для легкого загустения. Осталось приготовить крем. Нам понадобится 900 грамм рикотты. С рикотты обязательно нужно слить всю жидкость, если она есть в баночке. У меня на канале есть 2 видео с разными вариантами замены рикотты. Можно использовать и их. Ссылки на эти рецепты я оставлю для вас в описании к этому видео. Добавляем подсластитель и измельчаем рикотту блендером до исчезновения комочков. Нужно получить вот такой гладкий, мягкий крем. Перекладываем крем в кондитерский мешок, можно сразу в 2. 500 грамм крема пойдет внутрь торта, а остальное на покрытие. Перед сборкой торта осталось нарезать коржи. Снимаем пищевую пленку, срезаем неровную шапочку. Нож я держу строго горизонтально. Теперь этот большой бисквит нужно разрезать на 3 равных по толщине коржа. Намечаю линии надреза. Разрезаю. Как всегда, сначала делаю тонкий надрез, потом прорезаю все глубже и глубже. Также делаю второй разрез. Получились вот такие коржи, мягкие, эластичные, очень вкусные и, что редкость для ПП-бисквитов, не сухие. Толщина коржей примерно по 2,5 см. Приступаем к сборке торта. Кольцо диаметром 16 см ставим на подложку. Внутрь прокладываем ацетатную ленту. На дно капаем немного крема, чтобы зафиксировать торт. Выкладываем первый корж. Я всегда кладу нижний на дно. Эти коржи в пропитке не нуждаются, они очень мягкие и сочные. На середину коржа выкладываем 50 грамм шоколадной прослойки. Хорошо, если она к этому моменту уже немного охладится и загустеет. Сверху выкладываем половину начинки из кураги. Я просто хаотично раскладываю кусочки, чтобы получить необычный разрез. На мягкий шоколад они очень хорошо крепятся. По бортику выкладываем крем. И сверху начинку тоже покрываем небольшим слоем крема. Суммарно 250 грамм крема. Выкладываем второй корж, хорошо прижимаем и повторяем все те же слои. Выравниваем. Выкладываем последний корж. Также хорошо прижимаем. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 5 часов, а лучше на ночь.
Когда торт настоялся, снимаем пищевую пленку, кольцо и ацетатную ленту. Из кондитерского мешка тонким слоем наносим крем сбоку и сверху. Выравниваем сбоку и сверху, пока не добьемся ровной цилиндрической формы. Из кондитерского мешка с тонким отверстием наносим подтеки, оставшейся шоколадной глазурью. И покрываем весь торт. Чтобы покрыть середину ровным слоем, я немного прогрела глазурь, и она стала более текучей. Просто заливаю. У меня осталось совсем немного крема, буквально грамм 100. Я переложила его в кондитерский мешок с насадкой и делаю вот такой незамысловатый декор. Маленькие розочки разных размеров. Я использую насадку «Открытая звезда». По-моему, очень мило получается. Вот такой тортик получился. Простой и лаконичный декор. Давайте его разрежем. Умопомрачительный аромат. И вот такой аппетитный разрез. Сочные, мягкие коржи, очень вкусные уже сами по себе. Вкуснейшее сочетание мягкой начинки из кураги и шоколадной апельсиновой прослойки. И нежный сладкий крем. Это очень вкусно. Этот торт дает чуть более сложный вкус, чем обычно. Я бы сказала, по многогранности вкуса он ближе всего к морковному торту. Настолько самобытные в нем коржи и очаровательное сочетание с курагой и шоколадом. Советую приготовить всем любителям кураги и всем, кто ищет новые удивительные вкусы. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!